Всех приветствую. Решил записать ролик более короткий о разборке поводкового Юпитера 8. Дело в том, что я уже показывал вот этих вот ребят, вот этих, и делал подробный разбор, все как обычно. Максимальными крупными планами, подробно, да, ролики не короткие, но как бы то ни было. Кстати, вот такие крышечки делает мой товарищ, он печатает их на 3D принтере, очень плотные, классные, и задние тоже самые. Пока ведут себя отлично. Да, может это, конечно, не заводские, но себестоимость у них крайне низкая. Вот, и после разборки один я сделал на видео, остальные два, и в том числе поводковый, я разобрал и пересмазал уже не на видео, потому что они в принципе очень сильно отличаются. Есть только один поводковый очень ранних версий, где нет болтов на вот этой задней, получается, прижимной уже шайбе, который держит хвостовик. Вообще нет болтов, это крайне редкая сборка, мне попался за всю жизнь только один такой. Разбора нет ни единого, ни фото, ни видео. Если вам нужен разбор поводкового объектива, где сзади на хвостовике вот здесь нет болтов, и вообще непонятно, как его разобрать, напишите мне, я подарил его товарищу, я его переразберу. Я, конечно, вынес себе мозг и даже, возможно, его где-то немножечко повредил, но я его еще раз разберу и покажу вам, как это сделать. И то же самое здесь, несмотря на то, что мне казалось, что они очень похожи, но вот кольцо у них немножко отличается. Но все же отличия есть, и меня попросили именно этот разобрать. Я сделаю это более, скажем так, в урезанном варианте. Он смазанный хорошей нашей смазкой, поэтому я его не буду чистить линзы, разберу и соберу заново, с учетом того, что вы пересмажете его сами, почистите линзы и так далее. Вот без этих моментов. Я просто их буду как бы за кадром оставлять. Я хотел бы коротко ответить на несколько вопросов, которые повторяются периодически, где-то чаще, где-то реже. И я хочу на них сразу ответить, чтобы все было понятно. Первое, самое важное. Я не занимаюсь ремонтом и восстановлением и обслуживанием объектива за деньги. Вообще нет. Я делаю это только друзьям, бесплатно за кофе, за, не знаю, баночку бензина «Калоши», бутылочку, которая стоит 100-150 рублей, плюс-минус, или какой-нибудь обезжириватель и так далее. То есть, можно сказать, бесплатно. Почему? Потому что я считаю, что у меня нет того уровня качества, нет кристально чистых линз, потому что в домашних условиях, где пыль, она просто в воздухе, и нет у тебя твоей такой мини-рабочего места, такой, как фотолаборатория, где никто никуда не заходит, нельзя туда заходить, нельзя открывать дверь и все такое. И поэтому у меня везде пыль. Она вообще везде неизбежна, потому что живем довольно близко возле дороги, поэтому как бы я ни вылизывал эти линзы, пытаясь кристально чисто их вылизать, не получается. Если все равно посмотреть, где-то есть пылинки заходят и так далее, но они по сравнению с тем, что было, чистые. То есть вот здесь вот она опять пылинка появилась. Понятно, что оно там все стирается, но как бы то ни было, какой-то там лабораторной чистоты кристальной нету. И я считаю, что в принципе достичь крайне сложно. Второй момент. Насчет модификаций объективов. Пока этим заниматься, не планирую. Что такое модификация? Это чернение торцов линз, где-то удаление каких-то стопорных винтов, чтобы уменьшить минимальную дистанцию фокуса в 2 раза или настолько, насколько позволит, всякие проточки геликоидов, где-то сверление и так далее, модификации. Где-то не знаю, чернение лепестков, вот эти все моменты. Вот, например, здесь неплохо было бы обновить чернение, вон видно, немножко есть царапины.
Ответ. Не буду пока заниматься по причине того, что я хочу дать людям базу. То есть классическая, не врываясь, не врезаясь в детали, то есть вот как он есть, заводской, привести его в порядок. Полностью пересмазать, оживить, привести в полное рабочее заводское состояние. Как будто вот только после завода. Всевозможные эти модификации, ну, если не делали чернение, ну, значит, понимали, что, ну, и так как бы это объектив. Это да, это винтажный старый объектив, мануальный 60-х, 50-х, там, 70-х. Понятное дело, у него однослойное просветление, вы все это знаете. Ну, то есть, это объектив своих лет. Это классный объектив своих лет. Мануальный, удобный, все у него идеально крутится, все, ну, просто огонь. Ну, у него есть, конечно, и свои минусы. Хотите классный, берите там 10, 15, 20, 50, 100 тысяч, покупайте современный. И еще, так как на многие объективы нет ни одного адекватного разбора, на многие, да, на этот были, но я посчитал, что нужно сделать еще более подробный, то есть более с крупными деталями, с подсказками, с объяснениями. То есть я хочу дать людям базу, если они научатся, исходя из той базы, которую я им дал, научатся его разбирать вначале базово, пересмазывать, чистить и так далее. Пусть потом занимаются моддингом, как угодно, то есть какими-то всевозможными там штуками, улучшениями и так далее. Пожалуйста. Но для начала вы должны вот какую-то базу понять. Как он состоит, из чего он состоит, какие там линзы, как это правильно собирать, разбирать. Потому что если вы захотите, не понимая вообще, как он разбирается, вы разберете его и больше не соберете. Или сделаете через задницу. Вот для этого нужна база. Если мои видео кому-то принесут пользу, и кто-то на базе моих видео пойдет дальше и будет заниматься моддингом, без проблем. Я еще ваше видео посмотрю, поставлю лайк и скажу красавчики. А вы мне напишите, там, мужик, мы у тебя научились и пошли дальше. Я скажу, молодцы, я вот повлиял на вас. Это самое лучшее, это в принципе зачем я это делаю. Ну и чтобы канал не провисал и приносил пользу. Канал в принципе был создан для того, чтобы приносить пользу, чему-то учить, не жопой крутить на камеру и какое-то дерьмо снимать. Ну, извините меня, пожалуйста. А приносить какую-то пользу, и причем творческую пользу. Людей развивать творчески, а не приколы, падения, вайны или как там эти все модные штуки называются. И, конечно же, котики. Котики – это всегда смешно. Котиков я и сам смотрю. Так, надеюсь, ответил на все вопросы. Если есть, задавайте мне вопросы. Я еще буду отвечать в каждом следующем видео на вопросы, которые накопились. Теперь приступаем к разборке. Начинаем по классике. Выставляем на значение бесконечность, чтобы кольцо уперлось. Точно так же на значение 22. Хватаемся и откручиваем его вот таким образом. Против часовой стрелки. За два кольца хватаемся и отделяем узел геликоида от узла линзоблока и диафрагмы. В сторонку. И, как обычно, начинаем с узла нашего геликоида. Откручиваем кольцо, которое держит наш хвостовик. И вот наши болтики. Не спешим снимать это кольцо. Нам нужно запомнить, в каком положении оно было, для того, чтобы ровно на то же место поставить. Потому что не было идеального всего у нас в советском проме. Они все чуть-чуть отличались. И чтобы оно не начинало тереть, нужно на то же место его поставить. Для этого видим нашу метку. Берем, допустим, это отверстие. И нам нужно запомнить, сделать меточку. Что мы делаем? Берем красную метку. Вот здесь у нас справа от красной метки отверстие. И вот здесь изнутри сделайте царапину. Вот здесь сделайте, вот она. Вот есть уже эта царапка, я ее уже делал. Вот она. И нужно будет при сборке приложить ровно в то же место. Справа, вот. От этой красной метки, чтобы кольцо село ровно на то же место. Далее. Просто берем и снимаем кольцо с резьбой, хвостовик. Просто берем, он без каких-либо болтов, схватили.
Здесь есть паз, вот он. Он должен быть состыкован вот с этим стопорным болтом. И все, больше он нигде не крепится. В сторонку. Видите, у меня все смазанное, но здесь у вас, скорее всего, будет куча всякой старой смазки, которую вы обязательно потом помоете. Здесь есть стопорной болт, вот он. Его нужно выкрутить. Берем и выкручиваем. Теперь снимаем наше кольцо фокуса. Можете снимать его смело. Снимайте его смело, я потом объясню, как его правильно поставить. Я рекомендую вытаскивать их полностью, чтобы не посеять. Потому что потом вам нужен будет донор. Просто берем и снимаем колечко вперед. Не беспокойтесь, я покажу и объясню потом, как посадить его правильно, вообще не беспокоясь о том, как и где вы это вставляете. В сторону. Теперь, если вам нужно снять среднее кольцо с красной меткой и значениями диафрагмы, я обычно его не снимаю и мою все вместе. Но иногда, если есть такая необходимость, нужно снять. Запомните, чтобы поставить его на место, как он должен. Это кольцо должно встать так, чтобы красная метка была напротив вот этого первого внешнего стопорного винта. Вот, красная метка четко должна встать прямо прямо напротив. И тогда здесь вы по болтикам эту всю историю состыкуете. И все, там должны совпасть эти значения. Если вы хотите, снимайте. Я снимать не буду. По положению геликоида. Оно может отличаться в разных версиях, в этом-то и прикол. Не спешите его разбирать. Внимательно, визуально посмотрите, как и где вот в вашем этом правильном положении. Но давайте мы прикинем, что в него никто не залазил, и он собран правильно. Изначально. Потому что может кто-то залезть. У меня часто были такие случаи, кто-то залазил, неправильно собирал. И ты начинаешь собирать так, как перед тобой собрали, думая, что правильно, потом понимаешь, что его через задницу собрали. И ты начинаешь потом искать, как правильно. Но вот, допустим, мы понимаем, этот геликоид собран правильно. Что здесь? Здесь упирается в стопорной болт и едва-едва не касается вот этой части. Вот этой чуть-чуть. Стопорной болт ему не дает буквально миллиметр, и он просто уперся бы вот именно вот в эту часть. Запомните это положение, то есть вот само это внутреннее вон то кольцо, которое бьется об этот стопорной винт, оно не касается вот этой части буквально доля миллиметра. Это правильное положение. И смотрите, при выходе в некоторых версиях вот оно бьется об этот стопорной болт, а здесь нет, видите, проходит. Где-то бьется, где-то нет. Это индивидуально в разных версиях. Поэтому здесь можно смело, запомнили это положение, вот это запомните, это правильное. Можете смело теперь его просто вытаскивать. И у нас геликоид, он разобран. Далее, эту часть я бы вообще не снимал, промойте ее целиком. Моем. И начинаем собирать в обратном порядке. Мы все помыли, далее занимаемся сборкой нашей геликоидной части. Берем уже с собранным кольцом, или же если вы разбирали, то собираете по этой метке. Я его не разбирал. Берем наш геликоид, берем наше кольцо и начинаем искать вот то положение правильное, о котором я говорил. Давайте вот я вслепую, вот я вот беру вот так, чтобы вы не думали, что я на свое место четко поставлю. Вот я беру, вот я, допустим, не угадал, вот я не угадал. И начинаю крутить. Так, нет, уже уперлась, сразу нет. Прощелкиваем немножко назад, допустим, вот так, чтобы, и ищем дальше. Нет, вот уже зацепилась, но видите, расстояние слишком большое. И вот мы ищем еще. Ну вот, допустим, вот так. Нет. Я хочу просто при вас это сделать. Вот я, видимо, пропустил буквально на одно. И вот оно встало на свое место. Четко. Буквально чуть-чуть не упирается вот в эту часть. Все.
кольцо фокуса встало на геликоид. Теперь мы закручиваем опять наш стопорной болтик. Затягиваем. И этот болтик в этом варианте не дает, видите, не дает. Опа, и стукается в этот болт. Так, далее берем и надеваем наше именно колечко внешнее фокуса. Объясняю, как в любом случае вслепую правильно поставить кольцо фокуса. Мы берем наше кольцо, вот это внутреннее, и крутим его до упора влево. Вот. Крутим его до упора влево, вот мы берем и бам, уперлись. И это всегда будет означать, что здесь должна быть бесконечность. Всегда. Теперь мы просто берем наше кольцо. Сейчас. И ищем на нем бесконечность. И вот она у нас. Это бесконечность. Вот. Бесконечность, красная метка. И далее мы просто берем, и вот они наши отверстия совпали. То есть запомните, при любом раскладе, при любом вслепую, фокус вы докручиваете до упора влево, вот так если, вот туда, влево, это будет гарантированно бесконечность. Или же наоборот, до упора вправо, это будет гарантированно 1 метр, ну или то значение, какое есть на оптике. Вот такая легкая схема. Вы никогда не запутаетесь, как вам правильно поставить это кольцо. Угу. И теперь осталось только, у нас кольцо мы поставили, и теперь осталось только закрутить у нас кольцо, которое держит сам этот хвостовик с резьбой. Помним, у нас красная метка, отверстие справа, и ищем теперь нашу метку и просто этой меткой соединяем. Вот у нас эти наши царапины. Берем и состыковываем. Все, закручиваем, и наша механическая часть будет полностью собрана. Итак, наша геликоидная часть отлично крутится, полностью собрана. Конкретно смазку геликоида я не показывал много-много раз, есть в прошлых видео. И мой смысл этого – это показать, что в принципе геликоидная часть точно не отличается. По крайней мере у этой версии. Как я уже говорил, есть одна там уникальная сборка, где нету вот здесь вот болтиков. Там да, там вообще интересная сборка, она очень редкая. Здесь все в принципе классически. Все ходит, все замечательно крутится. Здесь плавно и легко. Здесь плавно и легко. Здесь все метки соответствуют. 2,8, 4, 5 и 6. Вот, как мне кажется, не хитрая разборка. Как мне кажется, может быть, у меня все-таки уже есть опыт, но практически такая же, только того, что здесь нет вот этого поводочка, этого барашка. А так кольца такие же, все, как мне кажется, плюс-минус такое же, но все же я надеюсь, что пользу принесет этот такой мини-разбор геликоидной части и немного линзоблока. Вот, потому что я его уже разбирал, думаю, зачем? Вроде похож. Надеюсь, я смог помочь и ответить на ряд вопросов, которые вы мне часто задаете. Далее будет разбор у нас Юпитер 37А. Его обязательно нужно разобрать. 100% будет, потому что у меня их накопилось уже 2, и я еще один заприметил, тоже MC. Хочу себе 2 MC, таких топовых 135 объектива. Заполучить, конечно, стоит он не так мало, я заприметил себе на Авито. И обязательно их нужно научиться разбирать, потому что внятного разбора нету. Если эти разбирали еще, то того точно нет. Как бы то ни было, следующий будет он, и уже почти приехали линзы на Юпитер 12. Я их заменю, просто нагло заменю линзы и попробую сделать какие-то тесты, потому что я его полный разбор сделал, но линзы там прям не живые. Вот, спасибо за просмотры. Следующий, как я уже сказал, будет Юпитер 37. Я думаю, что будет полезно и интересно, потому что внятного разбора точно так же нету. Ну и далее, может быть, Юпитер 9. Надо подумать, что еще такое прям
прям актуальное. Хочется именно прямо актуально разбирать. Гранит 11, но там настолько все тяжело и много, что я просто боюсь за него браться. Там, наверное, будет разборка часа на, ну, может быть, час, а может и полтора. И не каждый это потянет смотреть такое. Вот, пишите, если у вас есть какие-то предпочтения, возможно, у меня появится какой-то объектив, я его разберу. 11-й Юпитер обязательно тоже будет в разборе, потому что у меня как минимум их два, дальномерные такие, длинненькие. И хотелось бы еще более такой пузатый бочоночек, хотелось бы мне зеркальные получить. 11-е Юпитеры, они прикольные, да, они как по факту хуже. Ну, все-таки 37-й там и минимальная дистанция фокуса меньше, и мультипросветление есть, и предустановка диафрагмы, и пусть он не намного, но он светлее и резкий уже с 3,5 диафрагмы, а на 4-й, 11-й они немножко мылят. Неизбежно все-таки более старая история с ними. Вот, поэтому будет еще 11А. Дальше больше. Спасибо за просмотр. И скоро станет тепло. Я очень надеюсь, что после мая, когда я сниму свой диплом, фильм, вот у меня прям проблема, нужно снимать уже дипломный проект, я буду использовать все эти мануальные объективы везде по-разному, специально, чтобы задействовать их в кино и показать, что на них можно снимать кино. Вот, поэтому большое спасибо за просмотр, за интерес. И после мая, я думаю, прям будет намного проще, веселее, и можно будет и железки покрутить. Потому что не только объективы, но и чтобы еще были какие-то железки. Возможно, я покажу, как буду делать реквизит кино. К своему кино сам буду делать реквизит. Все, спасибо за просмотр и до новых встреч.